Приветствую всех на канале Сущность Бытия, и я Мария. Сегодня мы продолжаем нашу тему «Люди-зеркала», но теперь углубимся в родовые отражения. Ведь наше окружение – это не просто случайные люди, а порой целые сценарии, которые передаются нам через поколения. Почему это происходит? А главное, как осознать эти зеркала и выйти за их пределы. Род – это не просто наша семья. Это гораздо шире. Это поле энергии, в котором мы находимся с самого рождения. Это люди, которые нас окружают. Это те, с кем мы соприкасаемся каждый день. Это страна, в которой мы живем. Это традиции, убеждения, передающиеся через поколения. Все это влияет на нас, даже если мы не осознаем этого. Но самое важное, мы сами выбираем, где родиться и в каких условиях. Душа приходит в этот мир с определенными задачами, и род – это не случайность, а портал, через который мы входим в воплощение. Если в роду женщины привыкли тянуть все на себе, быть сильными, не опираться на мужчин, этот сценарий продолжает жить. Бессознательно он будет передаваться дочерям. Они встречают партнеров, которые не проявляют инициативу, не берут на себя ответственность. Но это зеркало, и оно показывает: посмотри, а ты умеешь доверять? Ты умеешь просить и принимать помощь? И вот здесь посмотрите в глубину себя. И тут возникает самый ключевой момент. Здесь можно выбрать новый путь. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы быть заложниками старых программ, а чтобы осознавать их и выйти за их пределы. Мы можем проживать этот опыт не через разрушение, а через созидание. Это и есть настоящая свобода души. Это тот опыт, за которым мы пришли. Как понять, что у тебя активны родовые зеркала? Когда в твоей жизни повторяется один и тот же сценарий, стоит задать себе вопрос: это действительно мой выбор? Или это то, что мне передалось? Ты сталкиваешься с одинаковыми трудностями в отношениях, одни и те же страхи сопровождают тебя. В финансах, здоровье или личных решениях видны повторяющиеся шаблоны. И если ответ «да», то ты, скорее всего, видишь родовое зеркало, отражение тех энергий, которые передавались из поколений в поколение. Давайте рассмотрим пример. Мужчина, выросший в семье, где деньги приходили через трудности, может бессознательно повторять этот же сценарий. Он будет стараться прикладывать огромные усилия, но деньги будут утекать, а финансовый поток перекрываться. Почему это так происходит? Потому что его энергетическое поле настроено на борьбу. В роду была энергия выживания, а не легкости и принятия изобилия. Но как только он увидит это зеркало и задаст себе вопрос: как я могу выйти из этого, энергия начнет меняться. Ведь именно для этого он и пришел сюда. Но само осознание – это только первый шаг. Важно не просто увидеть, а осознанно изменить вибрации своего выбора. Попробуй сейчас сделать следующее упражнение. Возьми лист бумаги и отнесись к этому серьезно. Напиши 3-5 повторяющихся ситуаций, которые ты замечаешь в своей жизни. Как я реагирую на это сейчас? Что я чувствую в этот момент? Каким я был бы, если бы выбрал другой путь? Погрузись в это состояние, прочувствуй этот момент. Только осознав, чего ты хочешь на самом деле, ты можешь изменить энергетику своего будущего. Если женщина из предыдущего примера осознает, что всегда берет на себя роль лидера и не дает партнеру проявляться,
она может начать менять этот сценарий. Она начинает учиться просить, учиться позволять другому заботиться о ней. И вот здесь важно, она учится объединяться. И мир тут же начинает давать ей новые возможности, партнеров, которые готовы взять на себя ответственность. Точно так же и с деньгами. Когда мужчина начинает работать со своей энергией изобилия, когда он открывает принятие, а не борьбу, его финансы начинают расти. Он переходит из разрушения в созидание и идет на объединение. Зеркала всегда показывают, где нам стоит что-то изменить внутри себя. Род – это не цепи, которые нас держат. Род – это энергия, и ее можно трансформировать, и ее нужно трансформировать. Когда ты осознаешь, что перед тобой не судьба, а выбор, ты можешь изменить абсолютно все. Какие родовые сценарии ты замечал в своей жизни? Есть ли зеркала, которые сейчас особенно проявлены? Что тебе хотелось бы изменить? Поделись в комментариях, если это находит у тебя отклик. Это важно – признать, увидеть, осознать и трансформироваться. И если тебе важно глубже понять, как работают зеркала в нашей жизни, я приглашаю тебя послушать больший разбор по теме «Люди-зеркала». Ссылку оставлю в описании. Благодарю всех, кто сегодня был со мной.